Приветствую вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня видео ответ на вопросы наших начинающих цветоводов, кто очень хочет развести розочки, имея для этого черенки и хочет сделать вот эту важную работу именно осенью. Ну и попросили заранее, вот посмотрите, я уже давала эту информацию о том, что в сентябре месяце это южные регионы, где тепло, то вот эти периоды очень хорошие для укоренения черенков. Я уже это испытала много раз. Мы живем в Измаиле, в Одесской области, Украина, это юг. И вот прекрасно все получается. Впереди вот 7 сентября после 14 часов. Вот нужно ответить на те вопросы мне сейчас, которые вот поставлены цветоводами начинающими, кто хочет размножить розочки. Итак, у вас есть, вы можете снова же вернуться к нарезке черенков в сентябре. А я сейчас подготовила вот такую подсказочку, именно на как раз все ваши вопросы скомпоновала, и здесь и все ответы как раз и покажу, не только написано, но и будет показано обязательно все возможные случаи. Ну, конечно, всего не покажу, у каждого индивидуально роза по-своему проявляется, но то, что у меня есть, я смогу ответить. Итак, правила нарезки черенков роз для укоренения именно осенью. Итак, что нам нужно? Нам нужны полуодревесневшие однолетние побеги. На что нужно обратить внимание? Вот смотрите, вот подойдем к этой розочке. Вот побег, он молодой, начинает только расти. Вот этот побег, он мягенький. Вот эти, еще что можно вот как раз, как определить, вот если шипы не отрываются, просто это снова же для начинающих, они еще никогда этим не занимались. Если эти шипы мягкие, нежные, и вот этот молодой побежек такой светлый, этот побег никак не пойдет для укоренения черенков. Оставляем, он еще зацветет. Далее смотрим, у нас есть тут еще побеги, вот. Раньше обрезала, сейчас я его попытаюсь опустить и на белом фоне сделать. А теперь конкретно пример рассмотрим. Вот этот побег, срезан был цветок, и даже еще цветочек доцветал, и появились вот в пазухах листьев вот такие маленькие почки начали расти, маленькие нежные побеги. Вот они, я сейчас их покажу, вот так бы на белом фоне, сейчас я их покажу. Вот видите, вот эти нарезать черенки нельзя. Они бесполезны, их нельзя укоренять. Значит, вот эти оставляем. Что еще нельзя укоренять? Вот смотрите, вот, просто очень хорошо видны, очень жирные побеги, они очень толстые. Как узнать все-таки, какой лучше выбрать? Есть вот, допустим, карандаш. Я его мерила уже несколько раз разными сантиметрами. Значит, здесь как раз диаметр 0,5 миллиметра, самое большее 0,7 миллиметра, не больше, потому что вот эти толстые, они даже если сразу и возьмутся, как будто бы расти, и зеленые пойдут, вот с почек пойдут, как будто бы веточки, побежки такие молоденькие, но толку не будет с них, потому что здесь толстая вот такая, как раз толстый побег, он не дает положительного результата. Ну и еще очень важные моменты. Еще вот я хочу показать вот на этом кусте розы. Сейчас я здесь прищепочкой уже как раз взяла. Вот чтобы я как раз использовала бы. Вот что можно нарезать. Вот смотрите, этот побег. Во-первых, смотрите, зеленый. Вот здесь вот он зеленый. Так вот я сейчас его хорошенько вот здесь на белом фоне, чтобы видно было. Здесь как раз соответствует соответствует вот диаметру карандаша, видите? Вот это очень хороший. Но снова же здесь выбираем, здесь видите, возможно здесь какое-то заболевание, поэтому можно вот здесь вырезать. Я сегодня не режу, сейчас как раз знак листа, это знак стихии воды, поэтому я никакие зеленые операции не делаю, просто показываю заранее, чтобы успели в дне Козерога вот это сделать. Вот такие вот череночки, вот такой диаметр.
Далее, что нужно еще? Обязательное условие. Должны быть здоровые листья. Ну, а здоровые листья обычно у нас находятся на верхней части куста. Мы сейчас с вами подойдем еще к одному кусту. Это у меня плетистая роза. А я сейчас покажу вот на обычных кустах, как еще нужно подходить к тому, чтобы правильно укоренить черенки, нарезать черенки. Мы сегодня говорим о нарезке черенков. Давайте рассмотрим еще вот как раз, какие можно нарезать вот побеги для черенков. Вот это как раз идеально. Здесь как раз завершилось цветение. Здесь у нас рядышком два. Давайте мы вот этот рассмотрим. Это здоровое как раз растение. И можно как раз, смотрите, колючка. Вот как раз здесь хорошо видно белый фон. Видно, видите, как раз можно вырезать. Вот здесь ниже чуть-чуть. Вырезать вот такой череночек. Он здоровый, как раз соответствует диаметру карандаша. Вот. И как раз хорошие в плане того, что здесь все нужные питательные вещества как раз есть для того, чтобы развивался затем корешочки и саженец маленький из розы. Ну, естественно, вот эта верхушка будет обрезана. И рядышком вот же снова же, смотрите, да, вот такой только начинает цвести, еще бутоны. Этот не подойдет. Результатом мы с него не получим. Будет снова же, я пробовала разные варианты, будет чахнуть, что-то будет расти, а потом заболевает, и очень тяжело потом, и не цветет этот кустик. Снова же здесь хотя бы вот есть, да, очень хороший он кусочек, даже несколько, для того, чтобы как раз, видите, диаметр карандаша соответствует. Это тоже очень хороший кусочек для того, чтобы его укоренить. Но, скорее всего, это перецветет, и как раз в тельце уже, когда уже луна уйдет в телец, можно будет вот провести обрезку, нарезать череночки и, естественно, укоренить. Я не делаю сейчас акцент на том, что нужно, как нужно проводить укоренение уже самого черенка. Почему? Потому что у нас есть уже видео, я делаю сноску, как мы сам процесс вот обрезки, посадки, все это у нас есть. Сейчас важно ответить на ваши вопросы как раз по тому, какие черенки нужно брать и как раз именно сейчас осенью укоренить. Сейчас пойдем еще к одному кусту и еще рассмотрим несколько моментов, важных моментов для того, чтобы правильно выбрать побеги, для того, чтобы обрезать, нарезать черенки и затем получить здоровые, хорошие вот растения. Еще один кустик, я хочу еще один момент показать, один из хороших вариантов для того, чтобы как раз здесь даже не резать. Обычно я нарезаю череночки, нарезаю я ножницами, очень легко и просто это получается. Снова же сегодня не режу, потому что сегодня как раз луна в стихии знаки воды. Ну вот смотрите, вот здесь хочу показать, вот так, чтобы было хорошо видно. Вот, смотрите, это вот побег идет снизу. Это весенний побег. Это весной. Здесь была большая такая ветка. На ней было очень много роз. Затем были обрезки. Вот здесь это уже второе цветение. И вот после второго цветения пошел побег. Вот он завершил цветение. Видите, здесь нет еще. Не проснулась ни одна почечка, не успели, потому что вот так вот отцвела. Я только вот выломала один цветочек, другой оставила специально для того, чтобы показать вот это видео. Так вот, вот этот как раз побежек идеально подходит для того, чтобы его укоренить. Смотрите, здесь можно будет обрезать, вот здесь можно будет как раз на этой, как раз вот видите, здесь почечка и листики. Ну, как, давайте уже на одном я покажу, как я это делаю. Вот так, благоприятное время. Я задаю программу благоприятного времени. Верхушку вот это убираю. И буквально где-то около сантиметра, не больше, оставляю вот эту верхушечку. И вот этот, ну, конечно, ломать не буду, потому что хочу действительно пересадить. Значит, вот эти обязательно листики обрезаем. Обрезаем не прямо впритык. Мы не трогаем почку, не ломаем. И здесь то же самое. И вот также здесь же тоже с этим листиком. Можно вот сюда, с этой стороны. Вот смотрите. Я оставляю обязательно вот здесь кусочек. Вот так.
вот оставила. Здесь у нас остается 2 листика. Это для того, чтобы не было потери влаги. Вот. И получилось у нас 1, 2, 3, 4. Это много, но это очень хорошо. Будет как раз почечек. И здесь вот обычно можно было бы срезать, но вот очень хороший вариант, я очень люблю вот этот вариант, когда можно просто выломать. Вот эта пяточка, вот с этой пяточкой как раз очень хорошо выламывать. Не буду это делать сейчас, потому что хочу, вот именно я как раз готовила очень красивая роза, и мне заказали как раз размножить, и я сделаю как раз обязательно вот такое укоренение этого череночка. Можно просто для того, чтобы легко выломать, обрезать чуть-чуть ниже и просто руками аккуратненько выломать. Оно легко выламывается. Просто одной рукой удерживать одну сторону, другую. И вот этой пяточкой, здесь очень хорошие корешки получаются. И вот это укоренить. Где-то высота здесь тоже вот таким образом. Здесь будет как раз я 2 почечки отправляю в землю, оставлю 1, 2, 3 почечки как раз для того, чтобы они остались уже в бутылке и укоренялись в бутылке. Сейчас подойдем еще к одной розе. Здесь мы показали, как мы можем с помощью пяточки использовать, но снова же это летний у нас как раз одревесневший побег, и весенний, с весны, начало лета. Вот этот мы не берем снизу, а вот этот как раз тот, что у нас летом как раз развивался и дарил цветение. Вот этот сейчас полон питательных веществ, и он как раз уже, кора у него такая крепкая, цвет такой, видите какой, и здоровые листья, и мы его тоже как раз выломаем для того, чтобы укоренить. А посмотрите, это у нас как раз тот кустик, который был героем нашего первого как раз видео, посвященного как раз укоренению черенка. Вот эта розочка из черенка, это крымская роза. И здесь у меня как раз уже образовался побег, который можно укоренить. Раньше я не делала этого, но сейчас вот это уже взрослый куст. И тоже хочу показать, смотрите, какая красота. Здесь есть один побег, который можно тоже укоренить. Вот диаметр есть. Обрезка, все точно так, как я показала на том кустике. Сейчас снова не буду трогать эту розочку. Вот. И здесь остается вот обрезать и укоренить. Очень хорошее. Это как раз листья зеленые, диаметр соответствует, цветочек только отцвел, нету проснувшихся почек, абсолютно еще ничего не проснулось, но здесь уже растение готовое, чтобы, если его обрезать, оно как раз будет нам давать очень красивые цветочки, саженцы сначала, ну а потом цветочки. А сейчас ответ еще на один вопрос. Мне прислали фотографию, начинающие снова же цветоводы, и говорят, что им вот обещают слепые побеги подарить. Можно ли их укоренять? Нет, ни в коем случае. Слепые побеги — это слепые побеги. Просто коротко скажу, вот они у меня, их несколько штук есть. Вот этот, даже и более толстый слепой побег, не используйте. У них программа совсем другая. Что там и как там заложено, но программа, я смотрю, что именно по слепым побегам потом и получается не цветущий куст роз. Люди выращивают, но все это только даром, время потрачено и, естественно, здоровье, средства какие-то. Поэтому слепые побеги не укоренять. Ну вот еще один кустик, который я тоже хочу размножить. Это очень хорошая чайно-гибридная розочка. Снова же с черенков полученная, очень ароматная. Я добавляю варенье, лепесточки. Вот в данном случае очень хороший у меня как раз куст. И побег я готовлю тоже для того, чтобы меня попросили родственники, для того, чтобы тоже размножить. Очень колючие. Вот видите, колючки уже крепкие, они не обрываются, не гнутся. Вот. И здесь у нас диаметр. Вот он, хороший диаметр. Сейчас покажу сбоку, со стороны. Вот. Соответствует. Где-то 1 миллиметр больше-меньше. Это не столь важно, но вот это примерно вот так выглядит. Вот так вот срез, вот карандаш, да? Вот чуть-чуть выше вот здесь срез, где-то около сантиметра. И 2-3 почки, то есть листика. Почка это здесь как раз в пазухе листьев.
И, естественно, ниже как раз срез делается, ниже, вот здесь, где-то на сантиметр. И под углом. Снова же напоминаю, что у нас это есть уже видео, я повторять не буду, так как сейчас не могу это сделать. Итак, подведем итог. Подведем итог. И этот итог заключается в следующем, что есть правило нарезки черенков для укоренения именно осенью, для юга. Я не думаю, что это хороший вариант для северян, потому что у вас не будет такого еще длительного периода, как у нас. У нас еще тепло будет где-то месяца полтора-два. Все равно плюсовая температура, и под бутылкой будет как раз тепличный эффект. Итак, подведем итог. Нам нужны для того, чтобы нарезать черенки, здоровые черенки, и получить саженцы полуодревесневшие, однолетние, это летние побеги. Должны быть цвет темно-зеленый, и кора такая крепкая должна, и шипы не гнутся. Далее, верхние побеги куста роз берем, именно верхние, не нижние. Почему? Потому что нижней части там и листья болели у нас, и солнце не поступало столько, сколько нужно. Поэтому и все питательные вещества обычно идут к цветам, к розочкам. Вот к ним идет все, что нужно растению. Поэтому все внимание кустика роз направлено на то, чтобы вот питать и отправить все самое лучшее для этого прекрасного цветка. Далее важный момент, этот цветок уже должен завершить свое цветение. И в этом случае, в данном случае вот завершил цветение, и нет уже растущих почек. Нету, еще почки спящие. Поэтому вот именно вот это третье правило, так называемое, также запоминаем. Далее диаметр черенка должен как раз соответствовать карандаш, обычный карандаш диаметру карандаша. Далее, еще один момент, который я не назвала. Обычно я летний период не использую при укоренении черенков. Очень редко использую корнеобразующие какие-то препараты. Но вот именно осенью просто советую вот использовать вот эти вещи. Ну, если они сейчас по-разному называются. Поэтому используйте осенью корнеобразующие растворы, чтобы к холодам образовались корешки. И к этому моменту потихонечку шло движение в корнях, и растение спокойно перезимовало. Ну и сегодня у нас эта тема как раз, я думаю, ответила на все ваши вопросы, которые я, по крайней мере, я их получила, и я ответила, скомпоновала их. Благодарю вас за вопросы, благодарю за комментарии, лайкайте, подписывайтесь на наш канал. Ну а я прощаюсь с вами, всего самого доброго. И желаем удачи, Раиса Горяченко, Александр Волик. Желают успешного укоренения вам черенков роз. И не только роз, и других цветов или растений. Всего вам доброго.